Елки-то уже снимаются, уже Киркоров спел. Если есть удовольствие, значит есть деньги. И уныние перевернуло мир, а я просто его ставлю на место. Инвестор такая зараза, он может душить. Идем всегда туда, куда нам скажут. С протянутой рукой, за деньгами, там оббивает пороги. Самое большое, что можно получить от Путина, это человеческие отношения. Ты вообще вот раздражаешься, когда тебе такие вопросы люди задают? А что я здесь сижу вообще? Взять чужое не считается особенной проблемой. Человек умер, а он мне до сих пор присылает сообщение с днем рождения. $1 миллиард сейчас. Ребят, занесите. Да. И ты будешь делать дальше. И дальше у тебя есть расписано, сколько у тебя встреч в день, да, там все это. Вот что сделать, чтобы зарабатывать, ну, например, на скринлайфе? Остановиться. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Так, друзья, привет. Напоминаю, это №1 канал про деньги, инвестиции и бизнес. И сегодня мы будем допрашивать, разговаривать и беседовать Тимура Бекмамбетова, самого кассового режиссера в России, да и, пожалуй, в мире, если уж так вот с легкой руки, да? Тимур, приветствую. Здравствуйте. Ничего, что я тебя так представил грандиозно. Просто меня лично напугал. Давай, значит, сразу в бой. Смотри, вот я тебе сейчас напомню кое-что и попрошу прокомментировать. Перед тем, как сделать последние елки, мы просто сказали, что это последние елки, мы их больше не будем делать. Ну и все, мы поняли. То, что вы говорите, да, это все понятно. Давайте зафиксируем. Это точно последние елки. Я обещаю, я сказал же, это же было сказано в рекламной кампании. А Владимир Путин тоже говорил, что он не уходит, что он уходит. А как оно получилось? Так. Не получится, как с Путиным? Нет, не получится, я думаю. Значит, напомню, ребята, значит, такая история, значит, Ты просто рекламируешь другого человека. Не, ну, тут однажды ковыряющий интервьюер, значит, Тимуру 2 года назад расковырял, что это последние елки, 7-е. Конечно. Вот, и Тимур сгоряча сказал, что это... Не сгоряча, а искренне. Последние елки, и вот, пожалуйста, он сказал, не получится, как с Путиным, продлевать не будем на этот раз, будет точно последний. И тут я как раз готовлюсь к нашей беседе, смотрю, такой, а что, а вот елки-то уже снимаются, уже Киркоров спел. С Путиным-то ничего плохого не получилось. Неплохо получилось, да. Может, и с елками будет? Или все-таки это из-за бабок все? Это по необходимости. Во-первых, 2 года мы действительно, как я и сказал... Воздерживались. Ничего не... Но ты посмотри, что получилось-то. Ты посмотри, что получилось. Чего? Что случилось с нами со всеми? Не понимаю, давай продолжай. Ну как? Маски. 1000 человек каждый день покидают наш мир. Это все вот почему? Потому что мы перестали Новый год праздновать нормально. А как встретишь Новый год, так и проведешь. Есть такая поговорка, знаешь? Неправильно встречали. Вот не-не-не, елки снимаются на деньги платформы Иви. То есть это как бы все Иви, это коммерческое, да? Это коммерческое мероприятие. Это бизнес-проект, которым стало понятно, что выросло поколение людей, которые... Ты сам инициировал или все-таки... Нет, ребят, молодая команда ребят, продюсеров пришли и сказали... А ты помнил свое обещание? Что это да, конечно, помню. И как? Я сказал, вы хотите, делайте, я не участвую. Не участвую в этом. Я вам все передам, расскажу, как это делается. Мне просто важно, чтобы эта вещь, для меня, поскольку я как-то был создателем этой истории всей, я вдруг понял, что за этим стоят миллионы людей. Фильм посмотрел 170 миллионов человек там, совокупно. И столько в России граждан нет. И у него есть перспектива жить дальше, стать брендом, а не фильмом. Давай, Поэтому... сейчас мне лично елки очень нравятся. Как проект. Ты здоровый психический человек. Отличие. Да, такой... надо кайфануть иногда, посмотреть. Вот поэтому, смотри, и бабло вообще побеждает зло. И на самом деле американский подход, что, слушайте, разное может быть, но когда много денег, у нас есть возможность
продолжать и придумать следующее еще более вкусное. Мне больше нравится, чем держаться каких-то корней, да, и задушить себя так, что потом, ну, значит, ты лишен возможности пробовать что-то еще. Ты всегда отличался тем, что у тебя в фильмах, ну, есть много такие крови. Фильмы, много рекламы. Реклама. Да. И многие, видимо, недоброжелатели, а может быть просто критики называют, что у тебя вот реклама как фильм ты снимаешь, а фильм как рекламу. Это такой подход. Это из-за денег, и тебе нужны деньги, чтобы снять фильм, или просто ты, ну вот, что ты ищешь в такой форме, что ты вот, расскажи об этом, какой твой замысел вообще, когда ты вот это все обвязываешь, такие очень интересные комбинации? Сейчас скажу. Ну, во-первых, так же, как и при выборе истории, про что рассказывать, и героя, на самом деле мной движет любопытство. Просто любопытство. Так никто не делал. Давай попробуем делать так, как никто не делал. И я пытаюсь найти какие-то пути живые. И, как правило, это, я знаю, что это повлияет на само кино, на само произведение искусства. Никто не обвиняет Энди Уорхола какого-то, который у себя рисовал с кетчупом картины, потому что это же суп Кэмпбелл, там, не знаю, потому что это часть нашей жизни. То есть вот Билайн какой-нибудь в фильме «Ирония судьбы» это же материальная культура, это тот мир, в котором мы живем. Правильно? То есть часы, которые носит герой, они о нем очень много говорят. И я считаю, что в потребительском мире, в мире потребления, в котором мы жили последние 100 лет, наверное, да, реклама – это культурный феномен. Наверное, это связано с тем, что я как режиссер формировался в 90-е годы, когда реклама была единственным кино, которое было в стране. И поскольку не было кино, не было кинотеатров, кинотеатры были закрыты, по телевизору показывали мексиканские сериалы, соответственно, мы просто снимали рекламные ролики, молодые тогда режиссеры снимали рекламные ролики и делали это так, как будто это фильмы. То есть остро, эмоционально и так далее. И тогда у меня этот барьер сломался между рекламой и кино. Я думал, хорошо, если рекламные ролики Банка Империал люди смотрят, пересматривают, потому что им интересно это кино, а на самом деле это реклама банка. Почему я наоборот не могу сделать фильм, в котором будет рекламный объект, реклама товаров будет частью нарратива. Да. Это была в «Ночном дозоре» замечательная фраза. Мне больше всего, я почти забыл все, что я сделал там, но одну фразу я помню, где Гоша Куценко говорит Порошиной, хочет с ней познакомиться, она говорит фразу, она покупает кофе какой-то, он смотрит, говорит, хороший вкус, хорошее начало. Хороший вкус, хорошее начало. Это был слоган Нескафе в то время. Мы так делаем в жизни. Мы говорим слоганами. Это часть нашей материальной культуры. Just do it. Just do it. Не дай себе засохнуть. Мне кажется, что это часть материальной культуры. Мне кажется, что в моей любви к этой культуре рекламных сообщений нет ничего постыдного. То, что это раздражает зрителей, я понимаю. Я понимаю, потому что они воспринимают, они доходят под таким давлением маркетинговых компаний всех брендов, что они просто неравнодушны к этому сами. Это их проблема. Больше раздражает вот меня лично, да, когда режиссеры или деятели, знаете, идут с протянутой рукой за деньгами, обивают пороги и жалятся, что им деньги не дают на их творчество и так далее, а ты, придумывая вот эти хитроумные коды, схемы и так далее. Мне очень нравится такой подход, что ты экспериментируешь и в видах кино, и в способах финансирования и так далее. И это круто. У нас же канал про деньги, и про бизнес, и про инвестиции. Но давай перейдем к другому вопросу, который очень противоречив. А может быть нет, разберем его. Да? Это государственное финансирование кинематографа. Всегда, когда есть некая дающая рука, а есть распределяющий комитет, возглавляемый Михалковым или много чего, да, возникает же вот этот элемент субъективизма, который, в общем-то,
тебе дать, этому дать, а вот этим вот не дать. Потом многие обвиняют и говорят, вот вы там кому-то этим даете, эти любимчики или нет. Вот как с этим-то быть? В результате деньги достаются, ну давай так, не лучшим, не тем, кто мог бы стать лучшим, а тем, кто заслуженный. И мы сейчас знаем на рынке России несколько групп заслуженных, прошлые заслуги, которые постоянно получают нормально. Им отгружают неплохо. Ты среди заслуженных. Ты же среди заслуженных, поэтому ты вроде как, надо за государственное кино, там, ратую, давайте будем делать заказы, если не получится кино, ничего страшного, ты так говоришь. Так все-таки, подожди, ты оказался среди заслуженных, потому что так сложилось. А тем, кто не оказался пока, что им-то делать? Есть три позиции. Первая позиция государства, так. Позиция заслуженных и позиция тех, кто не попал незаслуживающих. В список заслуженных. Формирование списка заслуженных был процесс очень, как мне казалось, может, потому что я в него попал, был очень процесс объективный, потому что там просто анализировались показатели, по которым определены те, кто стабильно существует и может прогарантировать государству осмысленную работу с ресурсами, с средствами. И у меня было несколько случаев, когда фильм, который мы получили деньги на производство, субсидии государственные, мы его не смогли произвести. Мы там порядка миллионов, наверное, 100, что ли, 150 вернули просто государству деньги. Просто потому, что мы поняли, что мы, чтобы остаться в этой вот команде заслуженных, мы должны ответственно себя вести. И это было не раз. И почему это происходит? Потому что нам важно сохранить этот статус. Это позиция заслуженных, которые считают, что... Давай назовем ответственных. Ответственно-любивых, заслуженных, которые там оказались уже. Это первое. И они, конечно, укрепляют эту, сохраняют. Ищут аргументацию и находят. Вот ты сейчас ее нашел. Второй вопрос. А куда эти деньги деваются? Они идут в производство. Производство, это значит, нужно найти авторов, которые... Я же не снимаю эти фильмы все. Их снимают молодые режиссеры, которые приходят к нам в компанию со своими проектами. И, соответственно, я должен выбрать тот проект, который будет эффективен, который может быть для зрителя интересен. И все те заслуженные, о которых ты говоришь, они в поиске находятся молодых талантов непрерывно. И, соответственно, деньги эти в любом случае достаются этим авторам, которые приходят снимать кино. И Базилевс, компания наша, которая дала старт большинству, наверное, самых интересных режиссеров, которые есть в стране. Ты вот все стоишь на позиции заслуженных. А что делать молодым, которых такие, как заслуженные, не берут? А они бы тоже могли сделать что-то. Нет такой до проблемы. Них не доходит. Игорь, нет такой проблемы вообще. Вот поверь мне, нет проблемы найти ресурсы для реализации качественных проектов. То есть надо прийти молодым режиссерам, которые считают себя талантливыми, надо прийти под патронаж заслуженных, и сделать какой-то проект. Правильно? Один вариант. Второй вариант – это просто взять и сделать что-то, что за тобой будут бегать все заслуженные, потому что нет такой проблемы. 11 платформ в России. 10 заслуженных студий. И всего на двух руках пальцев людей, способных делать контент, который люди хотят смотреть. Здесь нет проблемы найти средства. Поверь мне, есть проблема найти сценариста, режиссера. Ты говоришь, авторов не хватает. Авторов не хватает, актеров не хватает. Это же вопрос актер, например, и звезда. Это вопрос... Это не одно и то же. Я понимаю, но это вечная дилемма, парадокс и противоречие. Кто как его называет, знаешь, заслуженные говорят, авторов не хватает, а я говорю, или заслуженные разглядеть не могут. И возникает парадоксальная вещь, что бабки дают заслуженным, чтобы они патронировали и отбирали талантливых, а у заслуженных у них не то, что... Они могут видеть то, что они могут видеть. Человек так устроен, конечно. Он мыслит шаблонами и паттернами, которые у него уже есть. Он не может разглядеть то,
чем у него нет. У него нету скрина, не происходит вот этого коннекта. Да? Поэтому мы придумали проект, в котором ты принимал участие. Называется он DreamUp. Это площадка. А я и хотел, чтобы ты о нем вот сказал. Да. Каким образом вскрывать вот эту вот толщу, ну, как бы, пласты, которые сейчас вот... Давай, о DreamUp расскажи. Привет-привет! Это DreamUp, шоу, в котором авторы контента получают реальные деньги на проект мечты. Мне показалось 1,5 года назад, что нужен другой способ поиска этих вот талантливых людей, чтобы деньги находили таланты. И это фактически потребитель находил таланты. И идея, собственно говоря, нашего шоу в том, что публично есть шоу, площадка, на которой молодые авторы сериалов, блогов, фильмов презентуют свои проекты и тут же в реальном времени получают поддержку либо инвесторов, либо аудитории напрямую в виде донатов и так далее. И могут запускать свои проекты прямо в течение 10 минут. При всей такой, казалось бы, нереалистичности этого проекта, как можно за 10 минут привлечь там миллионы рублей для своего фильма. Это произошло, и мы сделали 7 или 8 выпусков и собрали 60 миллионов рублей для молодых авторов, которые смогли запустить сериалы свои на платформах и так далее. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Я когда смотрю интервью с тобой, разных там людей, они тебе задают одни и те же вопросы, там, Бен-Гур, там, провал то, провал все, а ты им каждый раз одно и то же говоришь: так, ребята, отвалите, значит, я вообще экспериментирую, вампиров вывожу на сцену, значит, кто их будет смотреть. В общем, примерно одна и та же история, все, смотри. Ты вообще раздражаешься, когда тебе такие вопросы люди задают? Пытаются на тебя надеть некую рамку при исследовании, знаешь, и раздражаются, и сердятся, когда эта рамка, никак на тебя не лезет. Я сержусь об одном. Я сержусь всегда, что мы сейчас с тобой разговариваем. Я даже понимаю, что у нас смысл нашего разговора – это производство какого-то продукта, да, для зрителя. Но для меня в любом случае просто интересно разговаривать. Потому что общение – самая большая ценность, какая существует у человека. И когда вдруг я понимаю, что тот, кто со мной разговаривает, он манипулирует, он не спрашивает то, что он хочет спросить, а он спрашивает то, что, наверное, понравится его аудитории. То я вдруг понимаю, что я здесь сижу вообще? Это какая-то своего рода проституция. Мне обидно, что у нас был такой шанс сейчас с тобой что-нибудь выяснить интересное в жизни, придумать что-то интересное, а мы вместо этого занимались имитацией общения. Честно Хорошо, скажу, а ты вообще жалко. на каком-то интервью, на беседе, ты вообще был так, что ты Я помню, встал, ушел, или там стакан, как Жириновский, значит, это круто. Что-то такое у тебя было в жизни, или ты всегда так? Нет, не было. Мне жалко человека становится. Да? Да, представляешь, человек задает вопрос, я вижу, что ему это на самом деле самому неинтересно. Он так, наверное, не думает, но аудитория так хочет, надо так сделать. В этом есть какая-то, его так жалко становится и брезгливо. Yes. У тебя еще есть тогда возможность, жизнь-то еще длится, чтобы... Если что, у тебя стакан есть. Один интервьюер тут тебя ковырял сильно, да? Да. Про Голливуд, что тебя там Голливуд не приглашает, сказал там это. А ты ему сказал так хлестко, значит, а я, значит, скринлайфом сейчас больше интересуюсь. И все, отшил. А реально, если так сказать, скринлайф по сравнению с классическими фильмами и с разными... Сколько денег тебе приносит вообще? Или это больше хобби? Это больше расходы. Расходы? Да. То есть ты инвестируешь? Это же инвестиции в будущее, конечно. Да. Поскольку мы проводим, глядя на экраны наших девайсов, компьютеров, телефонов, сегодня там по 6-8 часов в день. Мой телефон мне говорит, что я провожу 6-8 часов. Соответственно, половина моей жизни – это половина времени моего. Половину моей жизни я провожу в этом мире экранов, в мире цифровом. И самые важные события в моей жизни сегодня, и твои тоже, как знакомство. Мы с тобой знаем друг друга уже почти 3 года, а увиделись первый раз физически. Соответственно, ощущение, что мы с тобой вместе вообще не один выпили стакан воды. Потому что в этом мире экранов совершаются самые важные сегодня дела
в нашей жизни. Мы встречаемся, ссоримся, признаемся в любви или там прощаемся, зарабатываем деньги или теряем их. Это все происходит сегодня не в физическом мире. Больше нет бумажек, личных встреч. Все происходит онлайн. И кино, поскольку кинематограф рассказывает про нашу жизнь, даже пусть будет в виде фэнтези или там, научной фантастики, но все равно это про нашу жизнь, то сегодня совершенно очевидно, что половина фильмов, поскольку мы половину жизни проживем в цифровом мире, половина фильмов должно быть именно про этот цифровой мир. Про то, как мы там живем, как мы там признаемся в любви, грабим банки, как там спасаем своих близких от всяких там пранкеров или хакеров. А фильмов про этот цифровой мир 0,0001% всего. Первый Screen Life эпизод был снят в «Ночном дозоре», где Хабенский, Городецкий на своем компьютере искал, кто проклял Светлану. И тогда я создал какой-то интерфейс красный с какими-то линиями судьбы, и он там летал по этим линиям. И это был чистый скринлайф. 2003 год, что ли. И мне все сказали, да, ну кто пойдет в кино смотреть на экране экран своего компьютера? Я говорю, ну там же происходят самые важные события. Мне говорили, нет, ну это никто не интересно. И мы сделали в 2015 году, выпустили фильм, называется он «Братья с друзей», Unfriended в Америке, который при стоимости меньше $1 миллиона собрал 65 миллионов долларов в прокате, по-моему, я не помню точно цифры. Феноменально, да? 65 раз. 65 раз. Да. Ну, естественно, мы не получили 65 раз, потому что там были дистрибьюторы, студии и так далее. Но, тем не менее, это было уникальное событие. И мы попали с этим фильмом в 20-ку самых прибыльных киноинвестиций за всю историю кинематографа. Все мне сказали, ну да, конечно, ну это прикольно, конечно, так получилось, но это один раз. Второй раз это будет повтор, уже никому не интересно, скажут, ну это то же самое. И мы сделали второй фильм, он называется «Поиск», можно посмотреть и тот, и другой на экранах ваших девайсов на каких-то платформах в России. И этот «Поиск», он собрал уже не 65, а 75. Появилась тенденция, понятная, можно посчитать, когда ты при очень небольших вложениях можешь находить своего зрителя достаточно, чтобы это все имело смысл. У меня другая логика такая. Так много, говорит, провожу в экране, что уже хочется это... Хочется? Точно хочется. Нет, хочется послать это подальше. Хочется послать, и люди это посылают. Это правильная психологическая реакция. Но поскольку я люблю это, ты сказал в СМС-переписке, в месседже, как ты по-другому это расскажешь? Все равно тебе придется... Все равно поиск ребенка в поиске, все равно это происходило все на экране. В физическом мире ничего не было. Слушай, я тебя подтверждаю. Я смотрел, когда «Поиск», я поставил себя на место вот этих вот героев. И я же помнил, когда я там следил за тем, как дети осваивали сети, как это все. То есть ни один фильм вот такой вот, классический, скажем так, не давал мне такого погружения вот в эту вот реальность, которую я реально проживал со своими детьми. Это просто релевантная тема. Да. И релевантная, и то, что до тебя никто не делал. Никто не фокусировался на этой части. Ну хорошо, давай вот Screen Life формат и форматы, как сейчас на iPhone снимают кино. Тоже, кстати, очень интересный тренд там. От первого лица или как-то, так сказать, с ракурсов неожиданных, засовывая этот iPhone там во все места, в которые засунуть невозможно, беря какие-то ракурсы, которые обычные, их нету. Да, вот это же тоже такой тренд. Вот Screen Life, снять фильм на iPhone и так далее. То есть ты выбираешь Screen Life. Можно я вопрос тебе задам? Давай. Вот как ты думаешь, в чем разница между съемками на iPhone и Screen Life? То есть в одном случае мы, используя камеру, снимаем просто другим устройством, а Screen Life мы записываем экран. Мне кажется, что разница в том, что это просто как небо и земля. Вообще вот просто как другое измерение. В чем разница? Небо и земля. Я объясню почему. Потому что при помощи камеры, любой, на айфоне камеры, большой кинокамеры или вот такой, который нас сейчас снимают, мы снимаем физический мир. Вот наш мир. Вот этот мир – это то, что является объектом интереса. А в скринлайфе
Этот мир нас вообще не интересует, а мы записываем мир экрана, мир переписок, сайтов. Есть архитектура этого здания, а есть архитектура сайта. Да, есть площадь города, да, а есть социальная сеть, тоже общественное пространство. Я почувствовал разницу, смотри, как если бы здесь ты описывал извне это, а тут ты видишь проявления и какие-то чувства, и что изнутри это. Мы живем в другом мире. Вот это буквально то, что я говорю. Поскольку я провожу время, вот когда сидишь с телефоном, ты же забываешь, где ты находишься. Сидят люди в кафе, уткнувшись в телефон. Да. Они не в этом мире, они в этом мире. Они не в кафе в этом Они момент. не в кафе, они в другом пространстве. Да. И они там живут. Да. Вот глубокое мое убеждение, что это не дополненная реальность к нашему миру, а это настоящая реальность. Ты знаешь, ты меня расстроил сейчас. Я не расстроил. Почему я расстроил? Ты сказал, что у тебя 6 часов экранного времени. Ты знаешь, больше. Сколько у меня? Больше. От 9 до 12. Да. И, кстати, у молодых людей, вот сейчас вот я смотрю, у них вот стабильно держится 7-12 часов. То есть как будто бы вот человек встал с утра, он просто эту кнопку или там экран не отпускает. Но что это значит? Что это значит? Это значит, что эта жизнь для нас, как мы себя там проявляем, что мы там делаем, где там добро, где зло, где смерть, где жизнь. То есть человек умер, а он мне до сих пор присылает сообщение с днем рождения, поздравляет, потому что он там кнопочку забыл, а вот его аккаунт-то жив, и он влияет на меня, я там плачу или там эмоции испытываю, значит, мы по-прежнему общаемся. А когда ребенок познает мир, он теперь не познает мир 2 пальца в розетку, не подходи к розетке, а он познает мир, залезая в какие-то пространства внутри цифрового мира. И родители не знают, где он живет, они не знают, что с ним происходит, они с ужасом открывают, что, оказывается, ребенок вообще не тот, про которого они, которым они думали. И вот здесь возникает самый главный вопрос. Зачем я занимаюсь этим скринлайфом? Зачем мы им занимаемся? Ну, понятно, поскольку у нас передача. Я думал, из-за денег, конечно, да. А оказывается, нет. Оказывается, нет. Да. Я тебя позвал на канал номер 1 про бизнес, деньги, инвестиции, а ты тут опять говоришь для удовольствия. А где деньги-то брать? Если есть удовольствие, значит, есть деньги. Ну, потому что иначе деньги же никто не платит за мучения, за пытки. Смысл в том, что этот цифровой мир, который уже существует, мы в нем живем большую часть своей жизни, в нем нет понятий. Ну, вот в жизни у нас есть понятие. Вот ты сказал, мы встречаемся. Я утром проснулся, думаю, надо мне идти. Игорь сказал, надо прийти, поговорить. Ну, во-первых, интересно. Но обещал. Это понятие. А в онлайне нет этих понятий. Там другие понятия. И они не сформировались. Обмануть другого человека в онлайн-среде не считается особенной проблемой. Взять чужое, скачать какой-то фильм там где-нибудь. Я вот когда не могу найти фильм, я думаю, где же найти? Просто набираю, скачать бесплатно онлайн там и ищу фильм. Потому что не могу найти. И это означает то, что в этом цифровом мире мы живем, как будто не прошло 1000 лет цивилизации. Как будто мы еще в пещере, где можно чужое взять. Прощупыванием узнаем, что там что будет. Что можно, что нельзя. Мы только учимся жить в том мире. И там не действует, там нет ни гравитации, ни жизни, ни смерти, ни добра, зла, ничего нет. И я понимаю, что бы мы ни снимали, какой бы фильм «Скринлайф» мы ни снимали, он, во-первых, ты, как сейчас правильно отметил, пользуется спросом и приносит доходы. А во-вторых, потому что он решает очень важную задачу для людей. Люди боятся этого неведанного пространства. Подсознательно. Ты знаешь, когда ты пишешь, кому-то написал сообщение, а в ответ он пишет. Что он там пишет? Пропало. Потом ты вот это тоже обратил внимание? Я думаю, что он там пишет? Наверное, написал, стер. Врет. Что он думает? Не мог сказать сразу. А если это девушка, а если это ребенок? И это же все, знаешь, это новая этика. Есть замечательная книга Ольги Лукиновой, называется «Цифровой этикет». Всем советую почитать. Она гениально описывает, как мы живем в этой среде. И мы сейчас будем делать фильм, экранизировать эту книгу, делать фильм об этом. И, в общем, миссия наша – это понять и отрефлексировать свою жизнь в цифровом мире. Как ты там живешь? Давай, Тимур. Да, ты, с одной стороны, сказал, что скринлайф – это
твое миссионерское, так сказать, начинание, что денег там пока немного, что ты тратишь, вкладываешь. Это как-то немножко противоречит с этими сборами огромными, что 1 миллион вложил и 65 там собрал. Ну, видимо, не ты, а прокатчики или кто-либо. Да. Давай, значит, на этом вообще могут заработать молодые режиссеры, там, кто там, шоураннеры или кто могут. там. Вот, могут. Вот что сделать, чтобы зарабатывать, ну, например, на скринлайфе? Вот. Остановиться. Остановиться, не бежать туда, куда бегут все. Вот так устроен наш мир, что все, вот есть касса, все выстраиваются в длинную очередь в эту кассу. Все выстраиваются друг за другом в спину, потому что это легче. Мейнстрим. Всегда легче присоединиться, безопасно. Безопасно. Выбора не надо делать. Просто встаешь сзади в очередь и, дай бог, стараешься, и дай бог, до конца дойдешь, каким-то там ты будешь. Да. А рядом открытая касса другая. Это вот скринлайф, где никого нет. Ага. А почему я туда встану? Может, там, если никого нет, значит, никому не нужно? Вопрос того, кто стоит в очереди. А там все есть. Вот мы видим, что там есть первое, это очень cost-effective производство, потому что себестоимость производства скринлайф фильма ниже в десятки раз, чем обычного фильма. Соответственно, есть свобода, потому что если это стоит очень дешево, производство само, рисков меньше, соответственно, меньше людей стоит за спиной и говорит тебе, что делать. Мы опубликовали книгу, которая называется «Скринлайф», которая рассказывает подробно о том, что это такое, как производить фильмы в скринлайф. Вот давай эту книгу поставим для тех, кто хочет посмотреть. Я тоже в это верю, в скринлайф формат. Книга будет в описании. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Ты постоянно делаешь эксперименты, делаешь невозможное. Куда ты сейчас вот эти новые пути держишь? Расскажи об этом. Какие-то мультики ты там делаешь. Да, я расскажу. Вот что-то, знаешь, вот прямо вот такие вещи, на которые ты сам ставки ставишь. Мы еще не знаем, чем это кончится, но ты ставишь ставки. К сожалению, занимаюсь одновременно слишком многими вещами, что неправильно. Неправильно в смысле бизнеса, потому что это менее эффективно. Так, по жизни это правильно. Да. По жизни правильно заниматься тем, чем хочешь. И... Жизнь или миллиард? Да? То есть жизнь или миллиард? Миллиард или жизнь? Конечно, жизнь. Жизнь. То есть по жизни правильно заниматься многим. Расскажи об этом многое. Что правильно быть самим собой, да. Рефлексировать, понимать, что ты что-то неправильно сделал. Но и просто самое важное, ты знаешь, если мы попытаться это сформулировать, мне один умный человек сказал, и я просто ему невероятно благодарен, вскользь о том, что такое создатель, на что люди молятся. И он сказал, что создатель – это выбор. Бог – это выбор. И у нас есть не право выбора, а у нас есть обязанность выбора. И человек, который отказывается от выбора, принимать решения, он совершает самый страшный грех, который называется уныние. Но ты не уходи от ответа. Куда путь сейчас держишь и какие ставки делаешь? Я делаю ровно об этом фильм. Да. Почему я об этом рассказываю? Потому что это фильм про Хаджи Насреддина. Ага. Я делаю мультипликационный фильм о самом, наверное, любимом герое планеты, потому что люди, которые его любят, населяют их миллиарды. Они живут от Китая до Египта. Это человек, легенда. Он в каждом народе у него свое имя. Он где-то Мулла Насреддин, где-то Хаджи Насреддин. У казахов Алдар Касе. Он по-разному там ходил. В общем, у него кликухи разные были. А это человек, который сумасшедший, как кажется, который все переворачивает вверх ногами. И когда его спрашивают, почему ты это делаешь, он говорит, потому что какой-то нехороший человек перевернул мир. И уныние перевернуло мир, а я просто его ставлю на место. И история это не про, собственно говоря, я много-много лет пытался рассказать историю про Хаджи Насреддина, персонаж, знаешь, да, который очень меня волновал, интриговал, я был влюблен в него, но я не мог никогда это сделать много лет. Потому что он сумасшедший. А сумасшедший герой быть не может. Когда зритель смотрит, он должен себя как-то идентифицировать. Это какой-то фрик. Да. И я потом придумал, и у меня все встало на свои места. Что фильм будет не про Хаджи Насреддина, а про Ишака Хаджи Насреддина. Потому что он всегда был на Ишаке. А Ишак – это примерно то, кто тонкий намек.
Это тот, кем мы являемся. То есть мы порядочные, мы трудолюбивые, мы идем всегда туда, куда нам скажут. Мы делаем не то, что хотим, а то, что нужно. Но это классический образ Ишака. И вот эта история о том, как с точки зрения Ишака рассказ про своего хозяина. Вот. И то же самое, это история Ишака, которому достался ненормальный хозяин, которого он пытался исправить и сделать из него нормального человека, порядочного. И как тот его на самом деле свел с ума и в общем, освободил и сделал свободным, способным принимать решения, зарабатывать много денег или там, получать награды и так далее. Поэтому это фильм, в общем, о свободе и о праве человека и обязанности человека совершать выборы в жизни. Отлично, Тимур, давай все-таки про деньги. Кино, вино и домино – это не единственное же то, что есть у тебя в жизни, да? Вот ты зарабатываешь деньги, ты очень успешный. Невзирая на то, что ты имеешь кучу неуспешных проектов, но ты сказал, это естественный процесс. Много делаем, что-то не получается, что-то получается. А это значит, что у тебя деньги водятся. Что, кроме кино, тебя интересует в качестве бизнеса? Какие у тебя еще бизнесы или инвестиции, кроме кино? Мне очень сейчас нравится вся история с NFT, которая началась. Мне просто понравилась сама идея, что права отделены от объекта прав. И продаются отдельно права. Это просто такая идеалистическая концепция, очень современная, очень цифровая, очень релевантная для современного человека. И мы начали сейчас готовить... Можно я тебе покажу свою NFT? Вот. Ну, уже поднял? А? Поднял? Ты знаешь, сколько стоит? Нет. Вот, я вижу. Сейчас. Смотри, называется NFT Grandmaster. Вот, посмотри, 100 эфиров. Так. Нифига себе. Да. Я к тебе приду. Ты знаешь, я выставил карточку NFT. Вот она, кстати, у меня тут в студии висит. За 100 эфиров ее продаю. 383 тысячи долларов. За эту карточку, кто ее закупит, он получает мое пожизненное менторство, сопровождение. Вот пожизненное, да. И ребята мне сейчас пишут, сколько человек ведут предварительно, 12 человек уже пишут предварительные разговоры, и я вот думаю, вот, представляешь, я бы никогда не додумался до такого формата, а тут, смотри, я продаю карточку за 383 тысячи входной билет, долларов, да, и человек получает мое пожизненное менторство. Это тоже новая форма, вот, а все, продать карточку. Вот ты вот продаешь свои NFT, это же менторство, которое потенциально будет означать партнерство. Ну, кто может купить мое менторство за 380 тысяч долларов пожизненное? 380 тысяч долларов пожизненное менторство. Кто может купить? Ну, один человек? Ну, один никто. Ну, один, в смысле, это уже бизнесмен, у которого есть деньги, да. Просто, ну, практически партнер он себе покупает. Ну, это не партнер, это недорого, менторство. кстати. Это менторство. Партнер по майндсетам, но не Нет, если вот ты такой человек, который способен переворачивать вещи вверх ногами, а я очень умею реализовывать стратегии. Я просто беру тебя, покупаю твой NFT и говорю тебе, давай посидим, чай попьем, поговорим. Да. И ты мне начинаешь... хороший бизнес, согласись, да? Да. Я продал карточку за 380 тысяч долларов. Конечно, и больше дальше ты такой, ты можешь ко мне прийти и сказать, Игорь, как дела? Я говорю, приходи, кофе попьем, и все. Да, у меня 380 тысяч долларов, а у тебя перевертыш в голове постоянный, и ты можешь свое содержание использовать по-другому, наиболее лучшим образом. Поэтому очень здорово, что ты этим интересуешься. А ты инвестируешь в это или ты интересуешься? Не, я не инвестирую, я пытаюсь создавать. Я пытаюсь найти способ, как... Смотрите, все права проданы. Вот, люди производят контент, я снимаю фильм. Права проданы, фильм вышел, и вроде бы жизнь его закончилась. NFT дает возможность продлить жизнь любого произведения, любого авторского продукта. Фильм так и будет принадлежать киностудии или там кому угодно, на платформе, но никто не может отнять у автора возможность выпустить свою версию подписи под этим фильмом. И люди, которые смотрят, потребляют контент, фанаты, ну, те, кто потребляет контент эмоционально,
Для них книжка, просто книжка за 200 рублей и книжка, подписанная там, Акуниным, это разные совершенно вещи. И мне кажется, что это очень круто, потому что это изобретение позволяет создать новый рынок для уже существующего контента. Я тебя спросил. Что я делаю? Про инвестиции, про деньги и про бизнес. А ты опять про удовольствие, про любопытство, про новое. Я сейчас скажу. Что я делаю? Где деньги-то? Подожди. Я зарабатываю. Да, я зарабатываю. Где я не деньги? трачу. Куда ты еще вкладываешь? Нет, я не вкладываю. Куда ты еще вкладываешь? Либо ресторан, там, не знаю, фэшн-коллекция, может, завод какой-то построил. Смотри, что еще? Смотри, мы сейчас сделали, если помнишь, в 90-е годы была рекламная кампания «Банк Империал». Да. И мы сделали NFT этих роликов. То есть это там всего их там 17 было продуктов, объектов. И мы сейчас их сделали, поскольку банка нет такого. Ролики есть. Ролики есть. И замечательный Сергей Родионов, друг большой мой, он, дай бог, ему долгих лет со мной. И мы выпускаем этот NFT, этих роликов, дальнейшего. То есть у тебя нет ресторанов, каких-то... Нет ресторанов. Там шаурма какая-то. Там. Шаурма была бы, я посмотрел. Хорошая идея. То есть ты, когда заработанные деньги вот получаешь, ты все вкладываешь в студию, в новые проекты, в любопытство. То есть ты не собираешь... Я не понимаю, инвестировать как. У меня проблема с этим, честно. Вот, может быть, ты мне поможешь разобраться как быть. С одной стороны, инвестировать деньги я не вижу никакого смысла, потому что если у меня есть мечты, которые я хочу реализовать, я лучше буду тратить деньги на свои мечты и реализовывать свои мечты. А с другой стороны, брать инвестиции я тоже мне очень некомфортно. Потому что я вырос в то время, когда понятие инвестиций еще не существовало. Ну, там какие-то там были старые годы, да, когда я был ребенком, там, рос, и был социализм. И брать инвестиции – это значит брать ответственность за эти деньги. Да? И когда ты берешь ответственность, то ты фактически берешь в долг. Ну да. То, что на самом деле инвестор, он... это только сейчас у меня в голове происходит это вот разделение на то, что есть инвестор, кто готов рискнуть с тобой. А у меня в голове всегда было, что это просто я займ беру. И, соответственно, если я беру займ, зачем мне брать займ у инвестора? Просто добери займ. Смотри, здесь очень просто. Сложно и, может быть, просто. Действительно, надо отделить. Ты сказал, я начал отделять. Представь себе следующее, что ты предприниматель. И для тебя любые возникающие деньги или ресурсы ты направляешь на то, в чем ты предпринимаешь. Ты это называешь, в чем мне интересно или любопытно, но это шаурма, то, кино. в чем ты предпринимаешь. Например, шаурму захотел, давай шаурму. Инвестор, он живет по-другому, и он вообще другую позицию встает. Он вообще встает в позицию оценивания, кто чего там предпринимает. Это другая позиция. И вырастить в себе две позиции, и предприниматель, и инвестор, трудно. Зачастую люди, когда приходят, например, к инвестированию, они забивают уже на предпринимательство, и это такое инвестирование становится их видом предпринимательства. Подожди, это другой, инвестирование предпринимательства. Но это другой вид предпринимательства. То есть ты выращиваешь, только ты предприниматель. Когда ты оцениваешь риски других, ты их оцениваешь, то есть ты не сам играешь в игру созидания, а ты играешь в игру другую. Это примерно как называется игра паразит. Знаешь, инвестирование это игра. Ты заслуженный. Игра паразит. Найти тех, на ком проехаться. Инвестор такая зараза, он может помогать, он может душить, он может вредить. Тут как жизнь разложится. Поэтому не всегда инвестор это хорошо для молодого бизнеса. Он приходит, дает тебе деньги, взамен требует очень большой хвост обязательств, порождает вот эту, как ты говоришь, ответственность и мандраж. Ну и предприниматель кукожится. И фактически берет на себя функции предпринимателя. Не, он никогда не берет. Нет, он берет апсайд. То есть, если есть какие-то деньги, он их забирает, обескравливает тебя и так далее. У предпринимателя может же не получиться, ты говоришь, не получилось. А инвестор говорит, а ты мне должен все равно. И забирает все, что там даже осталось, и лишает предпринимателя возможности сделать следующую попытку. Есть такие инвесторы.
Вот я сейчас рассказал о самом таком. Но мне было бы интересно, наоборот, порасспрашивать тебя, потому что то, что сейчас ты рассказываешь, для огромного количества людей, огромного, меня в том числе, не совсем понятная и очевидная вещь, просто про это мало рассказывают. Мало рассказывают, мало спрашивают. А когда рассказывают, спроса нет. И поэтому, получается, считай, что не находит розетка. То есть... это потому что, если бы ты рассказывал, как устроиться на работу в госкорпорацию, все бы хотели, потому что... У тебя бы рейтинг был сумасшедший. Там, да, вот, ребят, в «Газпром», где хорошая зарплата и социальный пакет, устроиться так-то, так-то, так-то. Сейчас все скажут, пишите мне, я буду вам постоянно рассказывать, как в «Газпрому» устроиться. Но я не буду этого делать, потому что вы без меня с этим разберетесь, как «Газпром» устраивается, там, волосатая рука и так далее. Вот. Мы о другом сейчас, да? А как ходить нехоженными тропами и о том, о чем ты сказал так. Смотри. Успех, истинный успех, давай так, долгосрочный, лежит только там, когда ты научаешься ходить туда, не знаю куда, и находить то, не знаю что. Если ты идешь туда, зная куда, и находить то, зная что, слушай, это, как правило, вот... Там еще 100 человек стоит. Уже 100 человек стоит, а может 1000, и там уже только пайка. Пайка, которая для тебя, может, она и хорошая пайка, ну, то есть покушать можно и так далее, но процветать нельзя. Более того, ты всегда зависишь от того, кто тебе эту пайку нарезал. Всегда. И ты управляешь своей судьбой или тот, кто нарезает пайку? Ну, конечно, тот, кто нарезает пайку. Вот и все, смотри. Поэтому смотри, сколько людей отважится пойти туда, не знаю куда, чтобы искать то, не знаю что. Вот поэтому иногда вот эти вот рассказы для предпринимателей, они касаются, не более 1% людей. Потому что 99% людей подай что-то конкретное, знаешь, ясное, понятное, и желательно социально безопасное, которое, всеми одобряется, поддерживается и все. Но там тропы все уже вытоптаны, грибов рядом с этими хайвеями нет, но зато есть рутинные такие вот вещи, и ты это понимаешь. Ну и самое главное, у тебя фактически нет права на выбор, потому что ты просто дисциплинированно исполняешь свою... Тебе выданы, ты можешь, почему нет? Вот смотри, какой выбор. Это комфортное состояние, согласись. Огромный выбор, смотри, вот эти пайки стоят. Стресса меньше. Красное, зеленое, там такой вкус, какой вкус, оказывается, все. Но это такая, знаешь, кто-то все уже придумал, а ты такой ходишь. Если ты все время делаешь то, что не делал никто, то велик шанс, что ты никогда не сделаешь ничего, потому что... Велик шанс, что ты постоянно делаешь какую-то херню, которая никому не нужна. Никому не нужна. Это правда. А как у тебя в жизни ты разделяешь эти две вещи? Потому что для того, что ты же должен искать что-то новое все время, да? А с другой стороны, ты должен иметь то, что ты нашел, каким-то образом сохранить и масштабировать, и стену пробил, а дальше надо кирпичи разобрать, дверь там. Мне кажется, у меня похоже, как у тебя, это примерно следующее. Чтобы делать то, что любопытно, и то, что интересно, нужно научиться все-таки делать так называемую обязательную программу, то, что уже точно кому-то нужно, и кто-то за это платит. Чтобы добывать деньги. Первые деньги всегда добываются там, что ты делаешь то, что людям уже нужно. Это потом ты начинаешь делать рейды в область неизведанного, непонятного. Поэтому не надо предосудительно к этому относиться, что люди встают в очередь за пайкой, на наемную работу и так далее. Где-то надо получить первые деньги. Вот вопрос у меня есть. Ты же физик. Да. Квантовой физикой занимался. Да. Вот как мы можем... Я и сейчас занимаюсь квантовой физикой в мире устройства людей, потому что люди ведут себя как квантовое устройство. Абсолютно. Вот как так, да, согласен, как так произошло, что 100 лет мы живем в мире, в котором доказано математически, что наблюдатель изменяет объект наблюдения, при этом живем, как будто этой теоремы, аксиомы, не знаю, что это называется, этой теории не существует. Мы живем в мире, в котором считаем, что реальность, она нам дана, а мы ее только лишь наблюдаем. А на самом деле доказано, что это не так. А мы продолжаем делать вид, что этого нет. Смотри, все очень просто. Вот я пришел к этому, к осознанию этого 42
года. При том, что, в общем-то, мой путь был достаточно таким экстраординарным, и то в 42. Большинство людей, абсолютное большинство, к этому не приходит. Вот поэтому, представь себе, что 1% людей, или даже меньше, там 0,1% людей, они к этому не просто приходят, они это используют. 1%. Это и есть, кстати, предприниматели. Предприниматель — это единственный человек, который разговаривает с реальностью на равных. Каким образом с реальностью на равных? Ты берешь любую реальность, подчеркиваю, любую, облучаешь ее неким раскраской, там, светом и так далее, сканируешь то, что тебе выгодно, и таким образом присваиваешь любые обстоятельства к своей выгоде. Сколько предпринимателей? Процент? Не больше 3%. И это неплохо, не хорошо. Я говорю о том, что есть разные, не знаю, роли, как люди проявляются. Вот и все. Поэтому ученые об этом знают, социологи об этом знают, ученые, да, и предприниматели это используют. Все другие люди предпочитают ясность, конкретность, понятность в рамках шаблонов, в которых они их положили в средней школе и в детском садике. А основной урок сегодня в школах… А может быть по-другому? Или должно быть по-другому? Может. Какой основной урок в школах сейчас? Послушание. Да. Все предметы, математика, физика, история, английский и так далее, это предметы, не знаю, это навыковые какие-то вещи. А основная компетенция, которую приобретает человек в школе — послушание. А вопрос, а если представь себе, что все будут не соблюдать правила, что произойдет? Вопрос некорректен, потому что если все будут добавлять в правила какое-то, обогащать правила, смотри, то тогда abundant, благоухание будет. Смотри, представь себе, ты взял и благоустроил свой двор и все, что вокруг двора. Изменил вековые традиции бардака и грязи, которые на улицах. Ты же видишь сейчас, что вот во дворе плюс-минус, а за границей двора сразу все, грязь, там бутылки и все. Вот ты изменил эти традиции, ты вышел за пределы двора, убрал улицу, более того, сказал соседу: слушай, Вась, давай вот я здесь буду поддерживать порядок, ты здесь вот. Ты изменил, он изменил, и вы изменили. Смотри. Потом на фоне этого благоденствия пришел другой, говорит: слушайте, а давайте вместе скинемся, там, не знаю, площадку построим детскую. А потом вы вместе дошли до того, что вы садик построили и школу, где главный предмет не будет послушания. А ты позвонил мне, я тебе сказал: Тимур, Рыбаков Play School, развивающая франшиза по Выгодскому Льву Семеновичу, по нашему великому русскому психологу, педагогу. Я тебе дам эту программу, мы научим педагогов, которые будут в ребятишек, смотри, с 2 лет заводить следующую компетенцию для жизни: навык генерации защиты от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. И навык генерации свободы. Но это для этого существует револьвер в Америке. Револьвер существует для того, чтобы тот, кто захочет тебя доминировать, он не сможет тебя смять. Смотри, все, что вокруг нас расположено, это некая доминация или агрессия, осознанная или неосознанная. Смотри, идет какая-то волна на тебя. Смотри. Ты можешь от нее убежать, уклониться или взять ее и использовать как энергетически, конвертировав в выгодную для тебя полезную работу. Вопрос: умеешь ты это делать или нет, будет отличать, будешь ты преуспевать в жизни или нет. Так вот, сегодняшние школы и сады, они не учат этому. Они учат подчиняться правилам, соблюдать правила. А какие правила? Ты же видишь, пришел на рынок, ты обязан пойти к заслуженным, чтобы добраться до денег из фонд кино. Ничего лучше, чтобы изменять себя к лучшему и получать удовольствие, и мир и получать удовольствие и изменять себя так, как я хочу. Я не знаю лучше, чем строить школы и сады. Но 15 лет. Это бизнес? Это устойчивый социальный бизнес, где цель, моя цель, свести в устойчивость, но партнеры, которые присоединяются, у них есть плюс. Я делаю школу только не для детей, не школу, а то, что раньше называлось Дом пионеров, короче говоря. Понятно. Это дом творчества. Дом творчества, да. Там, где могут они в свободное от школы время
развивать свои творческие навыки. А вот, может быть, тебе будет это прикольно или любопытно и интересно сделать из этого детский сад и начальную школу полного цикла. С 3 до 12 лет. Нобелевские лауреаты доказали, что все вложения в людей на горизонте до 12 лет, Тимур, эффективнее, да. Это 15 раз больше, чем потом, да. Чем все, что мы, вот все вложения с 12 до... Поэтому, смотри, Рыбаков Play School это другой подход, который есть в мире, подчеркиваю, и он есть в России. Знаешь, какая его распространенность? 1,5%. Так вот теперь скажи мне, что ты следующим шагом сделаешь? Я поговорю с тобой про то, что нужно такую школу строить только в онлайн-пространстве, потому что в Screenlife – это тот мир, в котором дети живут. И сколько бы ты ни строил зданий, конечно, у тебя строительный бизнес, поэтому тебе выгодно заниматься строительством зданий. Но мне кажется, что поскольку мы и дети проводят большую часть времени в онлайн-пространстве, то создание этих школ в онлайн-пространстве в виде игр, каких-то сервисов, платформ, это то, что вот еще в 5 раз эффективнее, чем создание. Это все изучено, есть гибрид. То есть не то, что это или это. Смотри, да. И это при сочетании. Про что Рыбаков Play School, школы и сады? Они не про то, что мы знаем, какое будущее будет, и мы создаем под это будущее новых людей. Мы сразу говорим, мы не знаем, какое будет будущее, но мы готовим людей, которые наилучшим образом готовы к любому будущему. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Я точно когда-то хотел бы, чтобы какой-то очень известный мировой режиссер, известный с именем, купил права на экранизацию истории Технониколь. Я знаю, да. Книжку твою, да. Да. 2 парня, значит, там, в 19 лет стартуют компанию, куда-то в пустоту. Мороженое там, да, в общем. Да. И есть уже, я тизер сделал, да, я тебе его покажу. Вот. Значит, смотри. А потом они вдруг решили, что денег-то не хватало на самое необходимое там, да, вот. Так они сказали, пускай у нас будет одна теща на 2, потому что надо же ей будет там квартиру снимать или покупать, да. Поэтому они женились на сестрах. Понимаешь, то есть они такие расчетливые, да. Ну, в общем, так выросло, там очень много таких ходов, очень интересно. Может, ты заинтересуешься, я не знаю. Хорошая история, да. Ну, или, во всяком случае, ты агентом станешь таким, проводишь, чтобы эту Почему историю... ты NFT не сделал свои книги? Так вот сейчас ты мне дал идею, не книги, а вот этой истории. Да, конечно, истории. И ты мне скажи, я могу рассчитывать на то, чтобы за $10 миллионов права продать на экранизацию такой истории? Нет. Я тебе объясню. Нет, не сможешь. Подожди, я сразу говорю, $5 миллионов плачу. Я понимаю. Нет, не сможешь. Я тебе объясню. Все равно не... Просто... Я все пытаюсь до денег добраться. Ребята, напоминаю, канал про деньги, инвестиции и бизнес. А Тимур обычно говорит, давай вот чем любопытно заниматься. Я говорю, подожди, а деньги-то где? Там, где любопытно. Как там, продать права за 10 миллионов? Невозможно? Нет, за 10 миллионов невозможно продать права. Это важная вещь. Но самое главное, как ты знаешь, как в любом бизнесе, это команда, да, и люди. Да. А все остальное, это люди. И ты обычно, когда запускаешь новый проект, кино, ты прежде всего думаешь о том, кто его будет делать. Потому что идеи, они приходят, уходят. И сценарий. Сценарий – это вещь очень дорогая, поскольку не книга, а вот именно сценарий, уже переформатированный в продукт. И она может стоить и $100 000, $1 миллион, и 5, и там нет границ нигде. А сценарий надо заказать, да? Или как? Синопсис? Сценарий, вот ты знаешь, вот как мне двигаться? Смотри, я точно знаю, что это продукт мирового кино может быть. Объявить, какими шагами? Надо положить эти деньги, да, и объявить тендер среди сценаристов, но большие деньги. Сколько? То есть только сколько... Но если ты положишь $1 миллион, то я думаю, что ты соберешь и скажешь, я заплачу $1 миллион тому, кто победит. И тогда могут включиться в России, во всяком случае, самые хорошие авторы. Потому что самая большая проблема, когда ты нанимаешь человека, начинаешь платить
зарплату, он работает, у него еще параллельно другие 5 проектов, и ты никогда не доберешься до... Это большая проблема современного кино, что, особенно сейчас, когда появилось много платформ, что авторы не делают ничего, потому что хотят. От души. Да, они делают, потому что им заказывают. И это ужасная проблема. Конечно, есть хороший результат, бывает, но, представляешь, когда кто-то садится и вот потому что ему хочется, нет никаких денег, нет никакого ничего. Ему хочется, он просто делает это из любви. Скажи, в случае с конкурсом такая же история? Конкурс, нет, чтобы выиграть конкурс? Или да, там но более... там нет денег вперед. Там есть деньги только на конце. Может быть, да? Может быть. И это может быть, может не быть. Давай мы перейдем к такому экспрессу уже, там, какому-то завершающему вопросу. Можно коротко, можно развернуто, как пойдет, в общем-то. Итак, сейчас проверим, насколько за 2 года у тебя изменилось. Значит, самое большое наслаждение у тебя в чем? Жена. А жена знает? Догадывается. Отлично. Уязвимость или агрессия? Уязвимость. Поясните. Сочувствие, сострадание – самое важное качество для человека. Принято. Миллиард или свобода? Миллиард. Свобода, чтобы обрести миллиард. Нет, вот здесь важно выбрать все-таки. Вот это может быть тот ложный выбор, но все-таки надо выбрать. Миллиард или свобода? Свобода. Свобода. То есть вот $1 миллиард сейчас. Ребят, занесите. Да, и ты будешь делать дальше. И дальше у тебя есть расписано, сколько у тебя встреч в день, да, там все. Да. Нет? Нет. Что, правда? Вот $1 миллиард сейчас. Блин. Незнание есть главное знание, а главное правило – это нет правил. Насколько тебе это близко? Давай еще раз. Незнание? Незнание есть главное знание. Да. А главное правило – нет правил. Насколько это близко? Мне это абсолютно близко. Могу только добавить мудрость раввина, который сказал: главное что-то делать. Да. Тимур, когда встретишься с Путиным, о чем его спросишь? Я встречался уже, но я могу сказать, о чем я спросил. Мы сделали фильм про Алексея Архиповича Леонова, и так принято, про таких известных людей фильмы показывают в Кремле. И вот у нас была встреча, и мы показали фильм, и дальше какая-то была такая вот, как с тобой сейчас беседа, и Путин выслушивал вопросы. Вдруг дошла до меня очередь, я не знаю, о чем спросить-то его, что мне спросить-то его. И я спросил, я говорю, вот так и так, что вот Алексей Архипович, он мне помог понять очень много в жизни о том, какие вещи для нас самые главные. И это как раз речь про свободу. Потому что человек был невероятно свободный, при том, что он был супер системный, руководил командой подготовки космонавтов. Но я вот спросил Путина про то, что вот как оставаться так, как вы, как вот, имея такое большое количество обязательств и ограничений, как оставаться свободным. Потому что конкретно есть ритуал, что люди приходят попросить что-то, да, или там как-то повлиять, попросить. А вдруг я... А ты подколол, поговорить, что ли? Ты специально поговорить подколол? просто. Поговорить. Просто поговорить. Почему так сейчас с тобой разговариваю? Это же самое большое, что можно получить. Со мной. Самое большое, что можно получить от Путина, скорее всего, это человеческие отношения. Я думаю, не знаю, что еще можно от него получить. Эта ценность этих отношений, она дороже миллиарда. Что ты спросишь, когда предстанешь перед Богом? Примерно тоже спросил у Путина, как оставаться свободным и при этом быть ответственным. Это же ночной дозор все. Это все история ночного дозора. Ребята, с нами был Тимур Бекмамбетов. Снимайте фильмы в формате Screen Life, зарабатывайте бабки. Бабло побеждает зло. Это правда. Мы сегодня еще раз убедились. И я очень хочу, чтобы вы
кайфовали по жизни, нашли свое дело, нашли своих друзей и были богатыми, обеспеченными. Смотрите канал, подписывайтесь, пишите мне комментарии, вопросы. Я передам их Тимуру и отвечу вам на все ваши вопросы. Поехали. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.